У женщин всегда на все своя точка зрения. Интересно, что думает об инвестиционной дисциплине Мила Сердюкова, инвестиционный консультант в международном бизнесе. Мила Сердюкова, директор по стратегическому развитию Global Transnet UK, лидер-менеджер партнерской программы SWIG, частный инвестор и акционер Skyway. Приветствую, Мила. Рад, что ты приехала на нашу передачу. Скажи, откуда ты приехала и чем ты занимаешься в жизни? Благодарю, Андрей. Я приехала из Лондона, Великобритания. Я являюсь директором по развитию бизнеса компании Global Transnet UK. Находимся в Великобритании. Также занимаюсь активным развитием бизнеса Skyway Invest Group. Я являюсь лидер-менеджером в структуре многоуровневого краудинвестинга и развиваю бизнес глобально. А чем занимается конкретно компания, одна и вторая? Global Transnet UK, она занимается развитием глобальных проектов в транспортном секторе. И я работаю с чиновниками, с государственным сектором. А компания Skyway Invest Group, она занимается многоуровневым краудинвестингом, где являюсь директором по развитию бизнеса, путешествую по всему миру, общаюсь с микроинвесторами, с обычными людьми и также развиваю бизнес глобально. Ну, краудинвестинг, я-то знаю, что это такое. Вот телезрителям можно как-то перевести, что это такое? Конечно. Ну, например, если сравнить с традиционными способами, как сегодняшний бизнес может собрать денег, скажем так, обычно есть два способа. То есть либо можно идти в банк, попросить кредит, либо вторая опция – это обратиться к крупным инвесторам и также попросить, чтобы они инвестировали в бизнес. И обычно, если идти по второму варианту, это будет означать, что надо будет отдать большую часть бизнеса именно крупным инвесторам. Но в 2012 году появился третий способ, он называется краудинвестирование. Очень интересный концепт, где сегодня владельцы бизнеса могут обратиться к народу. Они могут обратиться к каждому человеку, и если люди будут заинтересованы в коинвестировании бизнеса, они могут даже какими-то маленькими вложениями, но стать совладельцами бизнеса. Это называется краудинвестирование, когда, в принципе, каждый человек в мире имеет возможность стать совладельцем того или иного бизнеса. И скажи, если это бизнес, то ты можешь себя назвать бизнес-леди? Да, конечно, разумеется. И как бизнес-леди, если не секрет, сколько ты зарабатываешь, Мила? Сегодня я зарабатываю где-то 15 тысяч долларов в месяц, плюс у меня также есть активы, это являются акции, и, скажем, доли, будет корректнее сказать, компании Skyway, то есть у меня инвестиционный пакет более 7 миллионов долей. Также есть акции других компаний, включая традиционный бизнес, включая банковский сектор, включая криптовалюту и также другие инструменты. Если говорить о соблюдении инвестиционной дисциплины, соблюдаешь ли ты инвестиционную дисциплину? Да, конечно, разумеется. Инвестиционная дисциплина... Что в твоем понятии инвестиционная дисциплина? На сегодняшний момент, когда мы говорим об дисциплине, мы имеем в виду не только метод, как преувеличить свои накопления, активы, но мы говорим о том, как сохранить и также приумножить. Поэтому дисциплина, она является вообще краеугольным камнем, она очень важна, и тем более в инвестировании, когда речь идет вообще о экономике, которая постоянно меняется, о рынках, которые постоянно меняются. Я считаю, что это очень важно. Ты живешь в Англии, Англия считается одной из богатейших стран мира, а Лондон самый богатый город мира. Зачем тебе заниматься инвестированием? Каждый человек должен вообще задумываться и начать инвестировать. Если посмотреть на что происходит в экономике, сегодня, к сожалению, государство больше не может дать никаких гарантий, что будет пенсия. Я понимаю, что если я сама не позабочусь о себе и не создам себе актив, который мне позволит зарабатывать пассивный, получать доход, то, к сожалению, когда у меня будет определенный возраст, я выйду на пенсию, 60-65 лет, у меня, в принципе, ее вообще не будет. Как же накопительные существуют программы пенсионные? В стране, как Великобритания, которая, в принципе, как вы сказали, хорошая экономика, и там все кажется с обложки, что так замечательно. Если начать смотреть более глубоко, то действительно большое количество людей, они остаются практически с минимальными заработками, либо вообще теряют все, и таких людей очень много, к сожалению. В России будет такое понятие, что вот на Западе люди более инвестиционно грамотные, они как бы понимают, как распоряжаться деньгами, а вот мы такие вот безграмотные. Как вот ты скажешь, из тех стран, в которых ты побывала, какая обстановка в инвестировании? 2 года назад у нас была конференция в Лас-Вегасе, и мы посетили несколько городов, включая Калифорнию, Лос-Анджелес, и мы общались с партнерами, проводили конференции. Я задала на одной из конференций вопрос, то есть как вы относитесь к инвестированию, есть ли у вас какие-то инвестиционные пакеты и куда вы инвестируете. Я была в шоке, когда больше половины зала сказали, что да, мы инвестируем, но мы
не знаем, куда мы инвестируем, нам советуют брокеры. То есть получается, что да, люди знают, что такое инвестирование, но они не понимают, что такое инвестирование. Мила, на ваш взгляд, в какой стране, вот из которых вы в России бываете, и в других странах, легче всего заработать денег? И когда-то вот Америка же была действительно как страна, где каждый может приехать и заработать там $1 000 000, да? А вот на ваш взгляд, в каких странах легче зарабатывать деньги? Я уверена, что нету страны, которая была бы как-то привилегирована. Это зависит все от человека индивидуально. Поэтому каждый решает для себя. Если он решил для себя стать успешным, то человек идет и делает определенные... Нет разницы, в какой стране он будет, он может стать успешным. Конечно, правильно, да? Абсолютно. Ты можешь сказать, что ты успешный человек? Да, я считаю себя успешным человеком. А в твоем понятии богатство, что это? И являешься ли ты богатым человеком? Богатство для меня это не только иметь определенное количество денег или определенный стиль жизни. Богатство для меня это также, наверное, и духовное, и душевное состояние. Я считаю себя богатой, но в то же самое время я уверена, что есть к чему стремиться и развиваться. И мне хочется достичь больших успехов, мне хочется развивать бизнес более глобально, мне хочется общаться с большим количеством людей, мне хочется быть более успешным спикером, коучем и также, конечно, зарабатывать больше. Поэтому богатство — это, наверное, для меня лично некая совокупность факторов, которые, в принципе, делают человека счастливым. Потому что если человек счастлив, если он отдает и получает в той же мере, то его можно назвать богатым. Сколько ты тратишь денег и куда ты тратишь? Очень хороший вопрос. Я трачу деньги, во-первых, я всегда откладываю на инвестиции. Я откладываю где-то от 10 до 30% от моего дохода. Мой доход, он не является фиксированным, то есть, в принципе, каждый месяц доход может варьироваться плюс-минус, но где-то в среднем... Год, допустим, сколько ты отложила и куда ты разместила эти деньги? Значит, в среднем, если смотреть по месяцу, то я где-то инвестирую от 1000 до 4 каждый месяц. Долларов? Да, долларов. И при этом у меня есть портфолио. То есть, что такое портфолио? Это портфель различных инвестиций, где в основном я инвестирую в доли, я инвестирую в акции компаний. Акции каких компаний у тебя есть, помимо Skyway? Помимо Skyway я инвестирую в голубые фишки, как мы называем. Это крупные компании, которые уже на рынке много лет. Например, Apple одна из них. А также Alibaba, Amazon — это те компании, которые постоянно показывают на долгосрочной перспективе рост. Также инвестирую в золото. Есть вот одна золотодобывающая компания, которая предложила возможность стать совладельцем буквально пару лет назад. Я туда тоже инвестировала. И также в недвижимость. То есть недвижимость, в основном это пока что в Эстонии, но я также смотрю, чтобы расширить свой пакет и за пределами в различные страны инвестировать в недвижимость. Ну и плюс криптовалюта, то есть на сегодняшний момент крипта довольно-таки популярная тема, наверное, каждый второй или не каждый первый человек уже слышал об этом. Я также инвестирую в различные криптовалюты, в основном это те, которые уже вышли на рынок, которые уже существуют. Также было пару рисковых предприятий, но я считаю, что где нет риска, там не будет... То есть ты рисковые потеряла все деньги или часть денег? В рисковом я, к сожалению, потеряла где-то, наверное, 80%. Но для меня... Какая сумма была, если не секрет? Это было около 13 тысяч долларов на тот Как момент. ты себя чувствовала после этой потери? Что помогло тебе, скажем, если были плохие ощущения, выйти из этого состояния? Конечно, было досадно, что компании не выполнили свои каких-то обещаний, что они не вышли на ICO, но с другой стороны это опыт, и любая инвестиция — это опыт, то есть мы учимся, понимаем, что в следующий раз стоит делать, что не стоит делать, и для меня это просто часть прогресса, то есть какие-то инвестиции были негативные, какие-то инвестиции были позитивные, и итогом был то, что пакет, в принципе, довольно-таки сбалансирован, поэтому даже при потерях все равно смогла выйти на плюс. Деньги и женщина, они несовместимы, да? То есть женщина только должна тратить деньги, а зарабатывать должен мужчина. Но ты вот, смотрю, показатель совсем другой. Почему так? Я считаю, что на сегодняшний день неважно, кто ты, женщина, мужчина, сегодня каждый имеет возможность именно зарабатывать деньги и создавать активы. Мне кажется, это, наоборот, здорово, когда девушка к чему-то стремится, делать то, что ты любишь, и от этого еще получать какое-то денежное вознаграждение. То есть приятно тратить деньги, но также приятно свои заработанные деньги тратить на кого-то. А на что больше всего ты любишь тратить деньги? На своих родителей. То есть ты помогаешь своим родителям? Да, я помогаю своим родителям, я помогаю своей семье, мне очень нравится отдавать.
Мне очень нравится дарить подарки людям, это вообще классное ощущение. Ну и, разумеется, инвестирование, как я уже раньше сказала, ну и на стиль жизни. То есть я заметила, чем больше зарабатываешь, тем больше тратишь. Недавно была как раз-таки на одной из конференций знаменитого коуча Тони Роббинс, и он сказал очень важную вещь, которая мне вот действительно запомнилась. Он сказал, что вообще люди не успешны только по одной причине. И эта причина заключается в том, что у них низкие стандарты. Если у тебя есть определенный стандарт или определенный стиль жизни, меньше которого ты ни на что, ты просто не согласен жить, то ты из кожи вон вылезешь, но ты добьешься определенного, там, пускай это будут деньги, если мы говорим о материальном, чтобы обеспечить себе этот стиль жизни. Секреты успеха от Милы Сердюковой. Ставьте перед собой цели, идите к ним через дисциплину, никогда не сдавайтесь, несмотря ни на что. И вообще не важна сама цель, важна дорога к цели. И я желаю каждому, кто слушает наше сегодняшнее интервью, чтобы они именно вдохновились моим, наверное, примером и рассказом, и чтобы у них было в жизни все именно так, как они себе это представляют в самых-самых амбициозных мечтах. Благодарю, Мила, за сегодняшнее уделенное время. Еще раз хочу поблагодарить, что ты прилетела к нам с Кувейта, да? Да. Сейчас в Индию полетишь. Благодарю, Андрей. Инвестиционная дисциплина, она очень важна. И если человек уже занимается бизнесом, предпринимательством или стал на путь создания капитального дохода и создания капитала, необходимо использовать правила железной дисциплины. Если вы используете правила железной дисциплины, вы очень быстро создадите капитальный доход, на который вы рассчитываете. И здесь есть маленький нюанс. Посмотрите, если, предположим, вы планируете какую-то поездку или какую-то покупку, и вы вдруг берете деньги, которые созданы специально для того, чтобы инвестировать, здесь может быть очень неприятная ситуация. Вы нарушаете энергетический поток денег. Я запрещаю это делать. И если вы хотите быстро создать свой капитальный доход, деньги, которые вы вкладываете, и они идут целевым образом на определенные статьи, вы должны прекратить оттуда брать деньги. Поэтому используйте правила железной дисциплины, становитесь богатым и смотрите нашу программу «Секреты миллионера».